Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. У Дениса сегодня было много дел. Он уже как 2 года работал помощником отца в его фирме. Он честно трудился, не ленился и не пользовался тем, что он сын. Почти. Единственное отличие его от остальных работников – это была одежда. Он терпеть не мог классические брюки – и поэтому ходил в джинсах. Подбирая достаточно темные и классические модели без всего лишнего, так что на первый взгляд и не скажешь, что это не брюки. Вот и сегодня он был в своих любимых джинсах и легкой рубашке. Ему предстояло много поездок. Надо было съездить в 2 фирмы, с которыми они заключили контракты на поставку товара. Оставалось подписать некоторые документы. Денис никогда не отдавал важные бумаги курьерам, а ездил сам. Зайдя в офис компании, он подошел к стойке администратора и сказал: «Здравствуйте, я к Николаю Ивановичу с документами. Он ждет меня». Он смотрел на девушку и не мог оторвать от нее свой взгляд. «Какие красивые глаза!» – подумал он. Девушка куда-то позвонила и сказала: «Проходите, вам прямо по коридору, последняя дверь слева», и улыбнулась. Денис даже не сразу пошел. Он потом, поняв, что выглядит уже глупо, поблагодарил и пошел в указанном направлении. Лера смотрела вслед парню. Ему бы не курьером работать, а представителем фирмы, думала она. Денис быстро подписал все нужные документы, попрощался с Николаем Ивановичем и поспешил на выход. На обратном пути он хотел еще раз увидеть ее, но около стойки стоял лишь охранник. Когда Денис сел в машину, у него зазвонил телефон. «Котик, ты еще долго? Я тебя совсем заждалась». «Наташ, я работаю. Еще даже половины рабочего дня не прошло». «Ты сын начальника. Тебе не обязательно работать весь день». «И что сын? Ты же знаешь, как я отношусь к своей работе. Вечером увидимся». И положил трубку. Он давно понимал, что эти отношения пора заканчивать. Но Наташа была дочкой подруги его мамы. Сначала она не была такой, но спустя пару месяцев, после того, как они начали встречаться, ее как подменили. Хотя, может, она и всегда была такая, только не показывала ему. С этими мыслями он доехал до офиса. Дальше пошел обычный день. Только в минуту перерыва он почему-то все вспоминал глаза той девушки у стойки администратора. Почему они ему так запали в душу, понять он не мог. По окончании рабочего дня Денис позвонил Наташе. «Наташ, нам сегодня надо серьезно поговорить. Я приеду через час». «Поедем в ресторан?» «Нет, поговорим дома», — сказал он и положил трубку. Через час он уже звонил в квартиру своей девушки. Наташа встретила его с широкой улыбкой. Она сделала макияж и надела легкое красивое летнее платье. Она готовилась к его приходу, за этот час успев позвонить маме и нескольким подругам, чтобы поделиться радостной новостью. Денис сегодня сделает ей предложение. «Пойдем на кухню. Ты сейчас одна дома?» «Да». «Наташ, я уже неделю как думаю об этом и сегодня решился. Нам надо расстаться». Это было как гром среди ясного неба. «Как расстаться? Ты же хотел предложение мне сделать. Я уже всем рассказала и придумала, на какое число назначить свадьбу. Ты кого-то нашел?» «Свадьбу? Наташ, я сказал, что будет серьезный разговор. Почему ты решила, что разговор будет про свадьбу, я не знаю. Мы слишком разные. В твоем понимании я должен не работать, а только кутить на деньги отца. Ты не понимаешь и не принимаешь меня таким, какой я есть на самом деле». Но Наташа его уже не слушала. Все картинки с красивым платьем, курортами просто таяли. «Но наши мамы, подруги, они уже обсуждали, как вместе будут нянчиться с внуками». «Наташ, времена, когда родители женили детей по своей договоренности, уже прошли. Они взрослые женщины и все поймут. Мне пора». Когда он вышел на улицу, то почувствовал облегчение. «Надо было это сделать давно», — подумал он. А еще пообещал себе, что больше не поддастся на мамины уловки и уговоры.
она всегда пыталась его с кем-то познакомить и свести. И вот один раз, когда он поддался, закончился именно так. Прошел месяц. Денис спокойно работал. Даже Наташа не доставала его уже своими звонками. Она поняла, что все было серьезно, не спонтанно, и отступила. Мама тоже успокоилась, и жизнь текла своим чередом. На одном из совещаний отец сказал, что они с одним из партнеров решили увеличить объемы и надо поехать с документами. Денис всегда был рад таким поездкам, а когда увидел, что разговор про Николая Ивановича, то сразу вспомнил ту девушку. Вот возьму сегодня и познакомлюсь. А если она такая же, как Наташа? А что, если он влюбится, а ей будут нужны только его деньги? Все эти мысли мелькали в голове. И он решил припарковать машину подальше от офиса и пройтись пешком. Войдя в здание, он сразу направился к стойке администратора, но там была другая девушка. Дениса это огорчило. «Значит, не судьба», – вздохнул он и направился к Николаю Ивановичу. Уже выходя из его кабинета, он столкнулся с Лерой, которая несла бумаги. «Привет», – сказал он и улыбнулся, а она улыбнулась в ответ и зашла в кабинет. «Никуда не уйду, пока не приглашу ее на свидание», – решил Денис и остался ждать в коридоре. Спустя некоторое время она вышла и была очень удивлена, что молодой человек не ушел. «Я Денис», – сказал парень, подойдя к девушке. «Лера». «Лера, а можно пригласить вас сегодня вечером на чашечку кофе?» Она такого точно не ожидала, и то ли из-за неожиданности, то ли потому, что еще в прошлый раз заметила этого парня, и он ей понравился, она быстро согласилась. Денис шел к машине очень веселый. У него есть номер Леры, и они вечером встретятся. Еще никогда он так сильно не ждал окончания рабочего дня. Вечером они сидели в кафе и общались. Оказалось, что у них много тем для разговоров, и им нравились одни и те же фильмы. Поэтому было решено на следующий день пойти в кино. Там как раз была премьера фильма, которую они оба ждали. Так летели дни и недели. Практически каждый вечер они гуляли, встречались в кафе, ходили в кино. О работе они не разговаривали. Денис думал, что Лера работает администратором, а она решила, что он курьер. Никого из них не беспокоили финансы другого, им было просто хорошо вместе. На следующей неделе у Дениса была командировка в другой город. Он с радостью согласился туда поехать. В том городе жила его тетя и двоюродная сестра, которых он давно не видел. «Лер, я уеду на неделю, но буду на связи. Ты будешь скучать?» «Конечно, буду», — ответила девушка и прижалась к любимому. Дни в командировке и летели быстро, и в то же время тянулись. Вечерами ему не давала грустить сестра. «Как же ты выросла и повзрослела, сестренка!» «Конечно, ты же лет 8 не приезжал. Вот представляешь, выросла», — смеялась она. Денис рассказал Свете о Лере. «Ну и балбес ты, братик. И вот как теперь будешь выкручиваться? Ведь ты ее любишь, и, получается, обманывал». «Я не обманывал». «Ладно, утаивал, но это смысла не меняет. Расскажи правду по приезду». Денис был согласен с сестрой, тем более он планировал сделать Лере предложение и познакомиться с ее родителями. Вместе со Светой они выбрали кольцо. Вернувшись в город, он написал Лере. Он так соскучился и хотел встретиться. Но Лера сказала, что у нее сегодня дела, и предложила перенести на завтра. Тем более Денису надо отдохнуть после дороги. Парень расстроился, но решил действительно отдохнуть. Только сначала ему надо было заехать в офис и передать бумаги. Они обсудили с отцом итоги командировки. Денис передал гостинцы от тети и сестры. «Денис, сегодня на вечер ничего не планируй. У нас важная встреча с партнерами. Кстати, Николай Иванович там будет с дочкой. Она тоже помогает ему в фирме, как и ты. Обратил бы ты на девушку внимание?» «Пап, ну ты теперь как мама. Только она знакомила меня с дочерями подруг, а ты будешь знакомить с дочерями бизнес-партнеров». «Ну нет, она не такая, как Наташа». И отец поежился, вспомнив ту девушку, которая ему никогда не нравилась. «И я ни на чем не настаиваю. Просто познакомься, пообщайся». Вечером Денис с родителями стоял у входа в ресторан. Это была действительно важная встреча, но ее надо было провести в неофициальной обстановке.
Этот ресторан для таких встреч более чем подходил. Внутри было несколько залов. Большой, где столики находились довольно близко, средний с кабинками и малый зал, рассчитанный как раз для таких встреч. Там не было лишних глаз, и можно было спокойно обсуждать деловые вопросы. Родители зашли первыми, а Денис стоял позади них. За столом уже сидел Николай Иванович с супругой и дочерью. Девушка сидела спиной ко входу, но даже со спины она показалась ему знакомой. Николай Иванович поприветствовал гостей и показал жестом, чтобы присаживались. «Знакомьтесь, это моя супруга Маргарита Сергеевна и дочь Валерия». Лера обернулась и увидела Дениса. Сначала они просто молча смотрели друг на друга, а потом расхохотались. Родители никак не могли понять такую реакцию, и только эти двое поняли, что оба делали одно и то же. Поэтому и не было разговоров о работе. Лера, до встречи с Денисом, тоже обожглась в отношениях, и поэтому не хотела показывать свой статус. А еще она боялась, что это навредит их отношениям, так как Денис был курьером. Денис подошел к Лере и обнял ее. «А мы уже знакомы», — весело сказали молодые. Когда обсудили все деловые вопросы и перешли просто к разговорам о жизни, Денис встал со стула. «Ты куда направился?» – спросил отец. «К своему счастью». Денис решил, что сейчас тот самый момент. Кольцо было с ним, так как он не хотел с ним расставаться. Он подошел к Лере, взял ее за руку и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», – с улыбкой ответила девушка, и Денис надел ей на палец кольцо. Все вокруг зааплодировали, и даже отцы прятали мокрые глаза. Им же нельзя плакать, они деловые взрослые мужчины. Но видя, как счастлив твой ребенок, человек любой профессии растрогается. Через 3 месяца сыграли свадьбу. Не сильно пышную, но не совсем скромную. А на первую годовщину свадьбы собрались в том самом маленьком зале ресторана. Родителей ждал сюрприз. Дорогие наши родители, официально объявляем вам, что вы скоро станете бабушками и дедушками. И вот первый снимок ваших внуков или внучек. Да, у нас будет двойня, так что понадобитесь вы все, весело сказал Денис, и они подняли бокалы за счастье молодых. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.